сколько времени занял вообще весь ремонт? Что было такое самое сложное? Как вообще пережили это? Потому что ремонт это в любом случае стресс, это сложно. Мы решили отказаться от вытяжки, несмотря на то, что я готовлю очень много, с учетом того, что мы столкнулись с тем, что наш бюджет в процессе ремонта вынужденно увеличился вдвое, да, не в обиду людям, которые живут в небольших квартирах. Всех приветствую на нашем канале, на нашем ютубе. Сегодня у нас обзор интереснейшей квартиры. И сегодня будет новый формат на нашем канале. Сегодня не я рассказываю о квартире, а рассказывает хозяйка Лиза. Я подготовил специально для нее вопросы, самые такие интересующие вопросы, которые чаще всего нам задают клиенты, когда приходят нам заказывать дизайн-проект, когда только-только планируют сделать современный ремонт. И в современном ремонте у нас есть очень много таких новых решений, и именно сегодня про эти решения я задам вопросы, и мы их обсудим. Эта квартира находится в ЖК «Чистое небо», квартира 100 с небольшим квадратных метров. И особенностью этой квартиры является то, что квартира уже была с ремонтом от застройщика, но, конечно, он был сделан так себе, он не устраивал наших клиентов, и они хотели его переделать. Лиза, привет, это Привет. Хозяйка. Я вообще посмотрел твой инстаграм сегодня, и он очень крутой, ты там показываешь всякие артикулы, какие-то подборочки делаешь. Да, именно внутреннее устройство дома, как организовать хозяйство. Мне очень понравилось. Обязательно ставим Инстаграм тоже в описании. Мне кажется, всем понравится. И так раз вы еще больше, мне кажется, узнаете про эту квартиру. Потому Да, что видите ее, получше распределите во всех деталях. всякие нюансы уже. Да. Там прям наполнение. Я сегодня смотрел и наполнение по кухне, и наполнение какие-то органайзеры. Ты там все мы подготавливаешь. сможем даже частично показать, может быть, там, я горжусь своими шкафами, поэтому, если что, мы можем приоткрыть Супер, занавес супер. и показать внутри. Давай тогда мы сразу начнем с кухни. И был один из таких вопросов, которые мы хотели задать. Это как живется без верхних модулей. Потому что у нас, получается, кухня, она между двух колонн спряталась. У нас вот с той стороны, по-моему, да, холодильник. Нет, холодильник вот здесь. Да, с Вот, этой стороны у нас холодильник. Да. Вот, и пошли как бы модули. Тот модуль это под хранение пошел. Да. Вот. Расскажи, как живется без верхних модулей, удобно ли это, комфортно, какие вот плюсы и минусы ты для себя выделяешь? Изначально были опасения в том, что за счет того, что нет верхних модулей, сокращается у нас хранение. Да? И перед тем, как переехать, я, естественно, очень боялась, что мне негде будет все свои кастрюли расположить. Но, во-первых, хранения предостаточно, несмотря на то, что вся та зона, она, в принципе, у нас под бытовую технику, холодильник, и зона хранения здесь небольшая. Получается, зона хранения у нас только здесь и вот эта часть. Но вполне достаточно. Более того, там еще есть место для новых покупочек, что радует всех женщин. А давай сделаем полностью распаковку кухни. Ну, покажем чуть-чуть. Да, можно? Ну что, это холодильное отделение. Здесь у нас расположена бытовая техника. Как видите, ящики здесь даже остаются свободными. Мы еще ничего не придумали здесь хранить. Вот, здесь тоже большая зона хранения, в которой у нас тоже стоит так всякое по мелочи. Здесь средства для посудомойки и такие бытовые приборы, скажем так. Вот, очень удобное отделение прямо под кофемашиной, где расположены все кофе, чай и кружки наши. Вот, очень функциональное пространство, хотя, когда нам поставили кухню, мы, честно говоря, сначала не знали, что мы будем с этим ящиком сделать, но сейчас он просто неотъемлемая часть нашей кухни. Вот, здесь отделение под мусорный контейнер, посудомойная машина, и вот также начинаются зоны для хранения столовых приборов различного рода, вот, и разных кастрюль и того всего, что мне надо на кухне для готовки. Вот, здесь также мы храним разную мелочь, крупы, все, что необходимо. Кстати, это все я показываю у себя в Инстаграме, как сказал Сергей, где что покупать, чтобы организация выглядела гармонично. И здесь еще дополнительные зоны хранения, где мы храним тарелки, все для специй и так далее. Есть такие штучки, они называются ленивая молли, кстати, кто не знал. Вот такие крутящиеся штучки, очень удобные, функциональные на кухне. Всем советую приобретать такие, для того, чтобы увеличить зону хранения. Вот, сделать ее более компактной. А по поводу вытяжки, получается, как отказались от нее полностью? Мы решили отказаться от вытяжки, несмотря на то, что я готовлю очень много, каждый день, утро и вечер это стандартно, я люблю готовить. Вот. Вопрос с вытяжкой стоял у нас, но опыт проживания в предыдущих квартирах показал нам то, что, несмотря на любовь к готовке, мы очень редко пользуемся вытяжкой, вообще не видим в ней необходимости. Соответственно,
просто не готовитесь? Может, типа ничего такого вонючего-то, типа, или как? Нет, вопрос-то, почему остров стоял? Потому что я очень активно готовлю, супруг мой тоже любит готовить стейки, это же все как бы очень активно происходит, пахнет, поэтому мы изначально задумались. Нам не хотелось нагромождать, поскольку здесь, возвращаясь к вопросу отсутствия верхних блоков кухни, мы хотели создать открытое пространство, и плюсом этого является то, что нет ощущения давления на тебя со стороны шкафов, нет ощущения сужения пространства. Здесь очень свободно, легко готовить, но вот вопрос стоял с вытяжкой. Мы люди такие, которые изучают все вопросы глубинно, скажем так, поэтому мы читали всяческие форумы, смотрели разного рода обзоры, а в итоге пришли к выводу, что она нам просто не нужна. И в процессе переезда в эту квартиру, готовки на этой кухне, несмотря на то, что мы жарим, парим, варим, одновременно иногда на 4 комфорках я это делаю, да, никакого неудобства нет. То есть единожды я там просто из-за того, что жарко, а не потому что пахнет, открываю окно. И Вентиляция. да, за отсутствие вытяжки, вот она. За отсутствие вытяжки еще говорила то, что у нас здесь очень большие окна, которые всегда можно открыть на и микропроветривание в том числе, поэтому никакой проблемы с этим нет. Я думаю, это необычное такое решение. Это очень необычное вот, но нам оно очень нравится, мы довольны. Было то, что будет вытяжка сюда встроенная в столешницу. Нет. Изначально так вообще, то есть мы проговаривали с Даниилом, да, что вытяжку мы вообще не хотим, поэтому она даже в проекте у нас была не предусмотрена. Это наш дизайнер, да. который проектировал этот проект. Да. Просто так уточнить, это появился Даниил. Слушай, ну я вот сейчас посмотрел, когда ты рассказывал, я стоял за камерой, смотрел, и даже с учетом того, что вроде как нету верхних модулей, тут вообще некоторые шкафы наполовину пустые. Да, хотя, ну, мы, конечно, не старьевщики, но вещей достаточно много. Я увлекаюсь вообще кулинарией и люблю покупать новые вещи, новые тарелки. И я понимаю, что даже если я сильно увлекусь этим процессом, есть всегда место для хранения. То есть, хотя кажется, что кухня достаточно компактная и, казалось бы, где бы складировать вещи, но нет. А здесь открытое пространство, чувствуете себя свободно здесь. Еще тогда иногда такие пространства в проектах я просто вижу, полками делают. Но мне кажется, что это все такое личное. Нет, это мы вообще любим, да, мы любим минимализм, и как вы увидите, в квартире нет никаких лишних перегружающих деталей. Мы хотели этого эффекта добиться, то есть свободное пространство и ощущение свободы в квартире. Так, еще вопросы от наших, как бы, потенциальных наших клиентов, от людей, которые приходят к нам, от подписчиков. Это сколько времени занял вообще весь ремонт? Что было такое самое сложное? Как вообще пережили это? Потому что ремонт — это в любом случае стресс, это сложно. Ну, чуть-чуть рассказать про эту историю самого ремонта. Ну, ремонт у нас занял без малого год, то есть 11 месяцев мы делали этот ремонт, и я считаю, что это успешные сроки. Во многом они зависят от финансовой стороны вопроса, конечно, о которой вы наверняка тоже захотите меня спросить. 100%. Вот. И я потом отвечу подробнее про как раз-таки финансовую сторону вопроса, но скажу, что к этому, естественно, нужно быть готовым, если вы хотите получить какие-то адекватные сроки. То есть зачастую, вы, наверное, согласитесь, у людей годами может длиться ремонт, потому что они неправильно заложили бюджет на него. То есть они не ожидали, что столько это стоит. Да? Вот. Мы, несмотря на то, что мы сами в такой ситуации побывали, но как-то у нас так получилось все, что ремонт продлился, на мой взгляд, для такого метража очень оптимальный 100 срок. метров, 11 месяцев — это оптимально. Ну, как бы, то есть это не супер быстро, но тоже тут нужно учитывать, что у вас уже была как бы готовая причастовая отделка от застройщика. Да. Но мы фактически, у нас практически, как я помню, не получилось сохранить, потому что что-то... Не получилось. Мы убирали все, и несмотря на то, что был ремонт от застройщика, все равно пришлось прибегнуть к выравниванию стен. То есть можно сказать, что ремонт практически был сделан с нуля. И это же вот так и происходит. У нас просто тоже часто клиенты приходят, у которых уже причастовая квартира. И вот, ну, мы-то как бы стараемся всегда так сделать, чтобы как бы, ну, ложиться в определенные бюджеты там и так далее. Но начинаешь делать теневые профиля, приходит прораб. Тут, кстати, тоже делал наш прораб, Иван, вот, ремонт. Ну, и, конечно, если стенка кривая, то теневой уже станет по-другому. Конечно. Нужно доделывать. Еще здесь, я помню, мы еще в самом начале обсуждали решение сделать накладные профиля. Ну, вот я сейчас здесь смотрю, что, конечно, теневой смотрится круто, и накладка вообще другая история. Да, про теневой профиль отдельный разговор тоже. Это отличное визуальное решение, во-первых. Но мы сейчас чуть-чуть уходим от темы. Давай про сроки тогда ремонта 11 месяцев. Что было таким самым сложным этапом, может быть, самым таким
ну, таким стрессовым. Еще расскажу про ребят, что они делали ремонт без авторского надзора. То есть они заказали у нас проект и заказали у нас ремонт. Вот авторского надзора не было, и вы как бы сами его на себя взяли. Да, объясню почему. В нашем случае, наверное, во-первых, как бы здесь финансовый вопрос стоит, да, с учетом того, что мы столкнулись с тем, что наш бюджет в процессе ремонта вынужденно увеличился вдвое, да, к этому нужно быть морально подготовленным. То есть, если вы сейчас смотрите этот ролик и находитесь на этапе планирования своего бюджета, вам лучше морально подготовиться, что та сумма, которую вы изначально задумали, возможно, и наиболее вероятнее всего увеличится на какую-то энную сумму. Да? В нашем случае она увеличилась вдвое. Вот. Но это произошло уже в процессе ремонта, и, наверное, к лучшему, потому что изначально, если бы мы осознавали, да, стоимость ремонта, было бы немножко сложнее вписаться. Него, да? Да, вот. А сейчас мы рады, что все закончилось в достаточно адекватные сроки. Ну, вообще, весь ремонт, он сложный от начала до конца. Тут, я думаю, не должно быть ни у кого никаких иллюзий. Спасибо моему мужу, что он снял с меня вообще ответственность за именно строительную часть, да, то есть отделку квартиры. И, как мне кажется, это самая сложная часть, потому что в ней очень много нюансов. Да, мы не брали авторский надзор, как раз-таки возвращаясь к этому вопросу по нескольким причинам. Первая причина – это финансовая составляющая этого вопроса, да, а вторая причина, например, мне сложно просто делегировать. Я такой человек, что я люблю все контролировать и участвовать. Но касаясь авторского надзора, еще есть такой момент, что если вы не такие люди, как мы с моим супругом, которые способны к самостоятельному поиску, обладают такими навыками, скажем так, найти то, что нам нужно найти в кратчайшие сроки, желание этим заниматься, если у вас нет на это времени и нет таких ресурсов, нет таких способностей, то, конечно, лучше брать авторский надзор, потому что это колоссальная работа, которая требует очень большого временного ресурса. Это очень энергозатратно. То есть поиски даже какой-то вот мелочевки в дом занимает колоссальное количество времени, которое вы можете, конечно, сэкономить, если будете брать авторский надзор, потому что все это, я так понимаю, ложится на плечи дизайнера. Хочу спросить тебя, что, на чем можно было бы сэкономить, но не стали экономить? И вот что сделали, что изначально думали делать, не делать? Вот такие вещи. Ну, вся экономия, которая была у нас заложена в проект, она была достаточно взвешенной, поэтому у нас нет таких вещей, на которых мы сэкономили и пожалели. Есть вещи, которые в будущем, да, получив колоссальный опыт, кстати, вот один из плюсов, несмотря на сложность воплощения дизайна без авторского надзора, а нашей целью было прям точное воплощение дизайна, да, то есть соблюсти картинку, скажем так, потому что мы очень часто смотрим обзоры, и, как правило, картинка в большинстве квартир, она разнится, а мы прям, у меня муж такой, чтобы мы не обсуждали, он говорит, нет, должно быть как в проекте, иначе теряется смысл того, что мы проект вообще заказывали. Поэтому, если бы мы обладали большим бюджетом, то мы бы, конечно, прибегнули к тому, что наши скрытые двери были бы порядком выше, потому что это смотрится намного выигрышнее, да. Также очень классно смотрятся эти двери, скрытые с теневым зазором. Это потрясающе, но это, скажем так, не очень бюджетно. Вот. Также, если мы пройдем с вами в наш гостевой санузел, вот, мы увидим, что у нас обычные смесители, но в будущем, если мы будем планировать бюджет, мы, конечно, будем закладывать часть бюджета на то, чтобы сделать смесители, выходящие прямо из стены. Мы об этом, к сожалению, поздно задумались, уже поздно было что-то переделывать, но вот в будущем мы обязательно бы хотели получить такие смесители, поскольку это выглядит просто потрясающе. Вот. Нас, в принципе, устраивает и эти, все получилось очень красиво, и, кстати, когда вы будете смотреть полный обзор нашей квартиры, вы увидите, что он, на 90% точно, если не больше, совпадает с дизайн-проектом. Это было нашей главной целью. А вижу цель, не вижу препятствий. Поэтому все получилось. Наверное, это такие единственные нюансы, которые мы бы хотели переделать. А вообще этот разговор может быть длинным, потому что, увеличивая бюджет, можно вообще сказку из квартиры превратить, сделать там гипсовые потолки и взять более дорогие материалы. Тут полет фантазии очень большой. Я, если что, тут тоже за камерой рядышком стою. У нас еще тоже есть одно решение, просто пока мы здесь находимся, это по поводу вообще ванной комнаты. Это решение с декоративной покраской. Это так называемая покраска, которая влагостойкая,
настройка, которую можно применять. Вот расскажите, вот, что это решение, которое мы на самом деле все чаще и чаще начали применять в проектах, так как мы хотим уйти от швов плитки, да, в стилистике минимализм, так как они все равно присутствуют, даже на крупноформатном. Вот, и таким образом мы уходим. Смотрится визуально, вот, ну, отсюда вот картинка очень классная в том плане, что это просто монолитная стена, без швов и так далее. Как у вас обстоят дела с практикой? То есть, с практикой все отлично, никаких сложностей нет, потому что это все контактирует только с водой, и все очень быстро высыхает. То есть вообще не вижу здесь проблемы, немножко даже удивлена, что такой вопрос задаете. Плюс нравится сочетание текстуры, потому что часть у нас здесь плитка, часть краска, стыковка, это выглядит здорово, и нам все нравится. Ну, это да, такой вопрос частый, что люди, когда мы предлагаем такие решения, не боятся, что это все-таки не керамогранит, да, то есть плитка, отходим от такого стандартного решения и переживают, что это как-то там плесень пойдет, что это как-то отсыпется там или... Ну, чтобы проверить на плесень, нужно достаточно большое количество времени, да, и вопрос плесени – это только вопрос ухода. Мы здесь очень щепетильно подходим к каждому моменту ухода за квартирой, поэтому я думаю, что... Да, но в строительном аспекте еще раскрою этот момент, то, что когда все эти делаются вещи, всегда делается гидроизоляция специально, всегда делаются специальные антисептические грунтовки. Ну, я думаю, Иван, если что рассказывает, это все романом, потому что, ну, плюсом было то, что да, наш правоотдел, и он такие вещи он всегда замечает, отмечает, как бы только, ну, внимательно к ним относится. Нет, это наоборот классно, нам очень нравится такой формат. Давай тогда еще здесь по коварнее, у нас здесь узел водоснабжения. Да, да. Откроем его. Вот, это тоже одно из таких решений наших, когда мы в блоке как бы мебельном делаем узел водоснабжения. Ну, все подписано. Да, очень удобно. Визуальная составляющая просто великолепная. Наверное, удобно пользоваться. Да, все понятно. Даже что хранения более чем хватает, потому что как бы пустое варианты хранения. Да. Здесь очень много еще шкафчиков вообще не задействовано. То есть, что не может не радовать. Как говорится, радует возможность еще что-то положить. Так, а здесь у нас... Здесь у нас расположена стиральная сушильная машина. Вот, все средства для стирки, соответственно, тоже здесь. Очень приятно, что все спрятано и никакого визуального шума не создает лишнего. Да, и все, кстати, очень хорошо попали по цветам везде, да, мне кажется. Да. Вот, сами делали выкрасы дополнительно? Да, все примеряли, все ходили, смотрели. Обязательно примеряйте, делайте выкрасы, потому что вот все здесь примерили, и здесь все смотрится так органично. Да, именно под тем освещением, которое есть в квартире, потому что может быть неприятный сюрприз, в магазине там одно, а приехал домой и совершенно другое. Вот, поэтому если хотите такую картинку, то примеряйте, обязательно делайте выкрасы. Да. У нас, точнее у вас, присоединили лоджию, и она здесь достаточно большая. Вот эта вся зона, которую мы сейчас видим, ну вот лоджия была вот по эту колонну. Да, 10 квадратов или 11. Да, это монолитная колонна, и большим желанием и нашим, и вашим было сделать кухню-гостиную, потому что это современно, это круто. Изначально вот там, где сейчас находится у нас оператор, где-то вот здесь вот комната была разделена на две части. Да, ну вот она здесь заканчивалась, собственно говоря. Да, и, собственно, было, не очень круто. Сейчас мы объединили. Это как бы не сказать, что суперфункциональное пространство, потому что здесь фактически ничего не стоит, кроме части там кроме части кухни. Но это добавляет общего восприятия квартиры. Ну, это супер крутое пространство получилось. Это вообще лучшее решение, которое мы приняли в процессе планирования, ремонта и вообще в процессе ремонта. Потому что, вы сами видите, какое объемное пространство здесь создается. Опять-таки, нашей целью было ощущение свободы в квартире, нет какой-то зашоренности дома, ощущение, что ты в маленькой коробочке. Не в обиду людям, которые живут в небольших квартирах, потому что у нас тоже есть такой опыт. Поэтому мы хотели получить такой open space, как говорится, да, где можно почувствовать себя свободным. Плюсом является панорамный вид на город. Я очень вам желаю, что тут ничего не построили. Да, мы тоже себе этого желаем. Вот, поэтому всегда приятно выйти там, с утра, вечером с чашечкой чаю или с бокалом вина и посмотреть на ночные огоньки или вот прекрасные заснеженные виды. Вид просто потрясающий, за это было бы бороться, конечно. А расскажи, пожалуйста, про саму, просто многие сейчас тоже клиенты приходят, для них вот непонятен этот вопрос, сложность перепланировки, согласования вот этих всех вопросов. Расскажи, как у вас это все произошло и так ли это все страшно? У нас все произошло достаточно легко, потому что этим занимался мой муж. Вот, и он обращался, есть специальные компании, которые занимаются согласованием перепланировок, и это все достаточно просто. Сегодня стоит только обратиться к нужным людям за помощью.
В общем, да, просто тут не надо переживать. Если Да. есть сомнения, вот, пожалуйста, вариант, как это будет выглядеть, эти все сомнения должны у вас отпасть. А также этот контур у нас утеплялся. Да, Вот. да. Здесь везде теплый пол. Да, здесь этот контур дополнительно утеплялся, то есть у нас стоит двухкамерные пакеты, и вот сейчас у нас зима, уже в целом, ну, в квартире не Тепло, холодно, мы даже тепло. чуть окошко Да, да, открыли, да, чтобы да. чуть попрохладнее. Да. Вот. Окей, супер, двигаемся дальше. Мне кажется, что вот здесь в целом классный кадр, то что у нас здесь такой длинный коридор, и, ну, так или иначе, это проблема планировки. Длинный коридор. Сейчас я понимаю, что вы здесь уже живете и не видите, но Да. первоначально, как бы, когда дизайнер видит, это всегда вызывает определенную сложность. Здесь у нас классно то, что у нас получилось выделить эту нишу. Её изначально не было, насколько, да, я помню. Да, мы делали небольшую, да, тоже как бы перепланировку для того, чтобы внедрить сюда шкаф. Он смотрелся гармонично. Нравится то, что он немножко утоплен, то есть он не сужает нам пространство. Да, потому что если бы он сюда выходил, то была бы вообще такая кишка. Да. И звучит неприятно, и по факту было бы очень неприятно. Да, я еще скажу, сюда специально добавлено такое большое достаточно зеркало, чтобы Да. расширить этот объем, да, сделать его более широкий. Ну и плюс он очень функциональный, так как он находится не прихожей. А здесь, что еще классно, открывается классный вид, мне кажется, вот в этой перспективе на теневой плинтус. Да. И, соответственно, вопрос про теневой. У нас многие клиенты хотят теневой плинтус, потому что это современное решение, крутое решение, но как его прибирать, как его пылесосить, и будет ли робот-пылесос отбивать его? Вот расскажи, как у вас происходит практика. Я вообще считаю, что теневой плинтус не должен никак пугать в практическом смысле, да, людей, которые хотят его поставить, поскольку это достаточно функционально в плане уборки в том числе. Сейчас в основном все пылесосы, которые в виде ручки, имеют щелевые насадки, которые прекрасно туда подлазят и все пылесосят. Робот-пылесос, если он не очень дешевый, скажем так, все современные роботы-пылесосы, они оснащены датчиками, то есть наш робот-пылесос не подходит к стене вплотную, то есть он чувствует и отходит от нее. Другой вопрос, что робот-пылесос, конечно, теневой плинтус внутри вам не пропылесосит, но с этим прекрасно справляются щелевые насадки, и любая швабра, в принципе, подлезет. И мне кажется, это более практично, чем гипсовые, допустим, да, плинтуса, потому что все о них бьется, швабра их пачкает, пылесос тоже. 100%. Да. Я абсолютно согласен, потому что, когда меня спрашивают, я говорю, вот представьте теперь вот гипсовый плинтус. Во-первых, ты когда его моешь шваброй, да, ты постоянно его касаешься, Да, то есть не можешь да, перед ним аккуратненько да. протереть. Это раз. Во-вторых, у него есть полочка, ну то есть вот он же подходит Да, сильнее. и ее тоже нужно обязательно... Представьте, он обычно красится, то есть вам нужно это все время вот эту поверхность вытирать, и мне кажется, она просто может затереться в какой-то момент. Да. То есть Поэтому... Реальный опыт теневых плинтусов, не бойтесь, делайте. Да, и плюсом, бонусом к приятным условиям уборки является потрясающая визуальная составляющая, да. То есть мы получаем эффект парящих стен. Надо сказать, может быть, в другом месте мы покажем, что наш гениальный мебельщик сделал нам мебель так, что она тоже как будто бы парит. То есть она вровень с теневыми плинтусами. Да. Она же все снималось, мы потом просто наложим. Что выглядит просто офигенно, если честно. Мы даже не ожидали такого эффекта. У нас все парит. Ну да, и вот это, мне кажется, как раз очень круто работает с достаточно узким длинным коридором. Да. Так или иначе, это, ну, особенность, да, данной квартиры. У нас как бы и вверху выделено теневым профилем, и внизу, и подсветка, и все это вместе как бы решает вопросы визуально, вот это, разбивает это пространство, делает его более таким приятным. Да. И еще плюс того, что мы сделали здесь подсветку, и ты идешь как... Давай я покажу, как это вот вариация подсветки, что она у нас вот выключилась, это классочка, и вот вечером. Вот вечером ты идешь, обозначен как бы выход и вход, как в самолете, что очень классно. Поэтому мне даже понравился в процессе эксплуатации, скажем так, квартиры, мне даже понравилось то, что у нас есть этот коридор, потому что когда ты подходишь в ту зону, ты видишь 3 двери и думаешь, а что же там у нас за дверьми. Такой дает, да, эффект большой. Да, большой квартиры, в которой есть куда пойти. И пойдемте тогда дальше смотреть спальню. Да. Так, давай Ну, вот про можем эти две сказать, комнаты что- расскажу быстренько, что эти две комнаты, эти сделаны комнаты на будущее. Вот, мы сейчас их как бы особо-то и не делали, там сделан такой базовый ремонт, как бы Да. везде, как везде, да, то есть там тоже сделаны теневые. Да. Вот, и все сделано. Вот, сделан базовый ремонт. Я так понимаю, что это будет детская и гостевая комната Да. на будущее.
это у нас не просто спальня, получается, это у нас мастер-спальня. Да. Почему называется мастер-спальня? Потому что она у нас объединена с гардеробной и с санузлом. Вот. Ну, это вот первый раз такое у вас решение уже, когда вы все реализовали, что Да. все в одном месте. Да, это очень удобно. И вообще удобно, когда 2 и более человека в квартире проживают, есть 2 санузла. То есть нет никаких проблем. И приятно, что из спальни ты сразу можешь попасть в свой личный санузел. Это очень приятно иметь такую возможность. Вообще очень нравится формат гардеробной. И почему? Потому что шкафы в небольших спальных комнатах, в небольших спальнях, они, по моему мнению, создают эффект такой нагроможденности, чего мы избегаем при помощи, в частности, наших речных перегородок, да, которые создают нам дополнительный дизайнерский такой вариант размещения, да, гардеробной. Очень красивый, и вечером, если мы включаем свет в гардеробной, он очень красиво проникает через щели и создает такой классный визуальный световой эффект. Да? Да. Что-то включим? Да. При отсутствии основного освещения вечером это выглядит классно. Как и в принципе это выглядит здорово. То есть мне очень нравится вот именно это решение, которое предложил нам наш дизайнер в виде речных перегородок. Они тоже бывают разные. Мы выбрали такой формат и ни о чем не пожалели. Ну, и вы почувствовали преимущество гардеробной в том плане, то, что вот у нас тоже клиенты такие часто, а давайте все-таки шкаф оставим. Мы такие, ну какие шкафы? Как Нет, нет. Потому что мне кажется, что самое главное отличие гардеробной от шкафа, то, что она просто дает тебе больше пространства для хранения. Да, не только для хранения, но и в шкаф ты не можешь зайти и начать там переодеваться, если это не Нарния, да? Вот. А здесь есть пространство отдельное, в котором ты можешь зайти, переодеться, раздеться, где сразу ты складываешь свои вещи, они не будут валяться на стульях, на кровати, что тоже очень привлекательно, мне кажется. И плюс для меня, как для визуала, скажем так, это то, что сразу все видно, и можно сделать так, чтобы это было еще эстетично, красиво. Вот, поэтому плюсую гардеробную максимально. У меня уже есть опыт использования гардеробной, то есть и я всегда за это решение, потому что это более функционально и более эстетично выглядит, скажем так. Так, это у нас мастер-санузел, он у нас выполнен в более темных цветах, нежели гостевой, так уж нам захотелось. При условии отключения основного освещения могу продемонстрировать сейчас. Мы получаем такую таинственную подсветку, приятно принимать душ. Здесь, если мы подключаем свечи, приятную музыку, здесь полное ощущение релаксации и спа, что тоже очень мне нравится. Плюс ко всему здесь тоже достаточно зон для хранения, которая находится над... Да. У нас проходные выключатели, можно и там включать. Да, которые находятся над блоком, да, здесь. Все храним, ящики есть и под раковинами. Кстати, очень импонирует раковины с щелевым сливом. Они выглядят очень здорово, кстати говоря, и тоже функционально. Да. Вот. Все классно, и особенно классное решение. Во многих проектах мы, кстати, видим, что люди почему-то не делают стекло до потолка, что нам тоже кажется не очень логичным, потому что затемненное стекло до потолка дает визуальный потрясающий эффект. В общем, кажется, мы очень довольны решением дизайнерским. Когда не доводят до конца, что это такая общая как бы незавершенность. Да, есть какая-то труба, вот, нам не очень это нравится, поэтому мы решили делать в потолок, и выглядит это очень классно. А вот здесь вот теплая стена? Да, стена здесь теплая, как и в гостевом санузле. Популярный вопрос наших всех клиентов, а что это вообще такое, как это работает и будет ли это вообще греть? Это будет греть 100%, это очень приятный и визуальный бонус, потому что здесь нет... Я все время говорю про утяжеляющие квартиру какие-то элементы, скажем так, дизайна, да, то есть мы хотели отказаться от полотенцесушителей, потому что это какое-то нагромождение, да, а теплая стена полностью заменяет полотенцесушители, плюс ко всему ты захотел, тоже ее выключил, захотел, включил, она у нас работает перманентно, полотенца всегда теплые, приятные, это очень классные тактильные ощущения после душа, особенно зимой, хотя в квартире тепло, но мягкое теплое полотенце всегда очень приятно взять, укутаться после душа, классно. В общем, сушит полотенце на ура, так что не сомневайтесь и делайте. Какие материалы уже вот в готовом ремонте, вы тут уже живете 2 месяца, почти 2 месяца, какие вот ты можешь отметить для себя, что тебе больше всего доставляют такие тактильные, визуальные вот эти ощущения, да, то есть
на чем точно не стоит экономить? Ну, больше всего удовольствие доставляет сочетание разных текстур, как вот здесь у нас выполнена часть стены из декоративной штукатурки. Визуально это очень выигрышно выглядит, разделяет немножко пространство, делает его более интересным глазу. Я люблю в дизайн-проектах, когда дизайн-проект минималистичный, но глазу есть за что зацепиться, как в случае с декоративной штукатуркой, да, какая-то другая текстура, которая привлекает наше внимание, да. Вот. Также мне нравится текстура мебели, которая была отрисована в нашем проекте. Она такая грубоватая, скажем так. Визуально выглядит. Да, Хочется потрогать. Да, хочется потрогать. И кажется, на вид она немножко грубая, но на ощупь она очень приятная. И текстуры, особенно серые текстуры, такие грубоватые, мне кажется, максимально выигрышно смотрятся в интерьере и перекликаются у нас все с ковром, со шторами, и потрясающе выглядит. Про кондиционеры. Я просто уже выходили, и я вообще увидел кондиционер. Вот, на самом деле, вот даже здесь сейчас находясь, я увидел его не сразу. То есть, ну, как вообще вот это решение вам, то, что мы часто в своих проектах размещаем кондиционер, либо сейчас прячем вообще в шкафы. Да, я видела такие решения. Да, либо размещаем вот просто над дверьми. То есть, ну, как бы, как-то же нужно его разместить, да? То есть, вот не размещать здесь над кроватью, потому что здесь это будет больше визуального шума составлять, здесь уже у нас и другие подсветки пошли. Расскажи, как это решение, как он додувает и сюда, выполняет ли функции? Выполняет функции на ура, отлично, и практически незаметен. То есть он не бросается в глаза, когда вы заходите в мастер-спальню. Потому что он как за твоей спиной находится. Да, вы практически его не видите, поэтому такой вариант размещения нам очень понравился. В принципе, мы только его в этой комнате и рассматривали. Сделали здесь кондиционер, поскольку самая теплая комната, поскольку солнце выходит сюда и летом нагревается, поэтому мы используем его только летом и только в этих целях поставили его здесь. Он отлично справляется со своей функцией, вот, поэтому никаких нареканий нет. Блок выведен у нас на балконе, ничего не заметно, все выглядит классно и здорово. Есть ли что-то, что не очень удобно в эксплуатации, чтобы вот сейчас переделали бы чуть-чуть больше под себя? Ну, функционально таких вообще нет вопросов. То есть квартира максимально функциональная и удобная, да, то есть мы очень внимательно изначально за этим следили и думали об этом, да. Из того, что может быть в практичном плане не совсем, скажем так, удобно, это сделано в угоду дизайну, но не в угоду практичности. Это, конечно, светлые стены, потому что они очень маркие, за ними приходится следить. Каждый пальчик нужно вытирать со стен, и темная мебель, она, конечно, очень сильно, скажем так, визуализирует пыль, особенно строительную, которая летит в первые месяцы жизни в квартире, в которой только сделан ремонт. Но я не считаю это какими-то глобальными минусами, это просто банальный уход в квартире. Да, это требует немножко больше энергозатрат, скажем так, просто есть смешная история. Мой муж очень много работает, а я дома занимаюсь всем, и каждый день я протираю эту строительную пыль. И Рома как-то с работы приходит, а ему наш прораб Ваня говорил, что первое время строительная пыль будет прям лететь. Так, сразу тут маленькую ремарочку сделал, если что. Ну, пыль, она так или иначе бывает, хотя у нас ребята используют пылесосы, и все. Не-не-не, это вопрос, это стандартная история. То есть, в любой квартире после любого ремонта какое-то время пыль летит. Это стандартное явление. Так вот, Рома приходит и говорит: а я все протираю каждый день. Он приходит и говорит: слушай, а что нам говорили? Пыль-то вообще в этой квартире нет? Я говорю: да, действительно. Вот. Ну, а мне кажется, что еще такой интерьер, он приучает к порядку. Есть такой? Да, конечно. Ну и плюс современный дизайн-проект, он просто заставляет тебя быть опрятным. Ну да. Даже если ты не очень опрятный, потому что в условиях того, какая квартира красивая, ты просто не хочешь здесь разбрасывать вещи, ты хочешь, чтобы все было по полочкам, да, и поддерживать эстетику. Красоту. Я вот тоже говорю постоянно клиентам, что вот эти все гардеробные, да, вот эта куча мест для хранения, которые мы предусматриваем, как раз для того, чтобы у тебя не было желания там, да, там, бросить футболку туда, там, сюда. Там, да, потому что ее некуда положить. Да, то есть, а когда у тебя есть куча мест хранения, то есть это уже само решается, и вот это такой момент, когда ты действительно приучаешься. Причем мне кажется, что это происходит не насильно. Да? Нет, это просто хочется делать. Ты не можешь, это уже бросается в глаза, если что-то валяется, это некрасиво, это выбивается, поэтому за такой квартирой, конечно, хочется следить. Да, 100%. Давай вот тут еще два буквально вопроса у нас осталось.
Готовы ли сейчас вписаться еще в один ремонт или пока вот достаточно этого? Ну, пока, естественно, достаточно. Как я и говорила, ремонт – это супер энергозатратный процесс. И не только энерго, но и финансово затратный, да. Плюс мы, как мы говорили, не брали авторский надзор, делали все сами. Мы, конечно, да, выбились из сил. Поэтому сейчас, вот сегодня, мы не готовы однозначно вписаться в еще один ремонт. Но, получив такой колоссальный опыт, мы этому благодарны. Мы действительно очень многому научились, познали много нюансов. Поэтому в будущем нам это, конечно, очень сильно поможет. Это только плюс. Новый год уже здесь будете праздновать? Да, я уже завтра елочку буду ставить. Все, супер. Потом фотки надо еще с елочкой. Обязательно, да? Обязательно. Так, и вот такой еще вопрос. Не было ли, ну и вообще были ли, не было недопониманий с прорабом, с рабочими и с мебельщиками? Прораб, если что, был наш, Иван Кацер, его многие знают, наши клиенты. Да, Ваня... Если планируют работу сейчас, вот, он такой у нас, много делает объектов наших. Да, Ваня вообще священный человек, по нашему мнению, потому что он нам очень сильно помог, без него мы как слепые котята были бы, вот. И вообще нам очень повезло, наверное, отчасти, помимо того, что мы очень тщательно выбирали всех подрядчиков, поскольку, опять же, мы не брали авторский надзор, занимались всем сами. То есть сначала коммуникации с людьми мы понимали, подходят нам они или нет. И нам отчасти тоже и повезло, потому что ну, практически все наши подрядчики оказались суперадекватными, они нам очень сильно помогли. И если и были какие-то, да, спорные вопросы, какие-то небольшие косяки, то они решались полюбовно или в нашу пользу. То есть в этом плане, в плане сбережения своих нервов, да, этот ремонт был достаточно комфортным именно поэтому, чему мы очень благодарны. Вот у нас сейчас, когда клиент тоже приходит, очень такой вопрос по мебели, потому что, ну ладно, ремонт там чуть-чуть более-менее понятен, да, клиентам, там дизайн понятен, какие-то вещи, которые мы просто покупаем, такие как мебель там и так далее, это понятно. А вот заказные позиции по мебели, они очень сложные, потому что там вариация, во-первых, цен, да, то есть от там страшно пугающий там небольшой, да, там то пугающий, наоборот, большой. А сколько подрядчиков по мебели вы перебрали, вот если ты вспомнишь, сколько вы коммерческих предложений вообще отсматривали? Нисколько одно. Я просто повторю, что я такой человек, вижу цель, иду к цели, я очень тщательно отбираю информацию, и прежде чем обратиться, я просматриваю изначальные данные, да, то есть перед тем, как обратиться в вашу дизайнерскую контору, или как это сказать, студия, да, мы очень долгое время, вот Рома больше занимался этим, мой супруг, да, отсматривал разные варианты и длительно приходили к выбору. Поэтому по подрядчикам мебельным мы тоже долго-долго присматривались, отсматривали, и обратившись к тем, кого мы выбрали, мы получили адекватное предложение, сразу сделали мебель в достаточно краткие вы не сроки. сравнили его. Вы просто поняли, для вас оно приемлемое. Да. Ну, нет, скажем так, одно сравнение было у нас, да, что было заявлено в дизайн-проекте. Вот. Мы сравнили один только вариант, да, и выбрали вот вторых Отлично. людей. С ними все сложилось прекрасно, как видите. Да, но это тоже совет к нашим будущим клиентам, да, к людям, которые хотят делать ремонт с нами или не с нами, что в любом случае нужно сравнивать, анализировать. Это такая тоже часть, как бы, которая ложится на плечи клиента, либо там на авторский надзор уже. Да, то есть найти качество, цена, это реально. Лиза, огромное тебе спасибо, что для нас на самом деле очень важно снимать готовые объекты. Я надеюсь, что в этом году у нас еще их будет больше, и в следующем у нас будут еще новые объекты. Так что тебе огромное спасибо, что уделил нам время, так круто рассказала. И мне кажется, что для людей, кто посмотрит это видео, очень важно получить такой обратную уже связь от человека, который весь этот путь уже прошел, пережил, вот, какие-то решения и так далее. Тебе огромное спасибо. Спасибо, надеюсь, было интересно. И напомню, подписывайтесь на Инстаграм Лизы, оставим его, там она еще больше расскажет про эту квартиру, про хранение, органайзеры, и вот эту всю интересную вещь, уже про то, что нужно делать уже после заселения в квартиру. Также хочу вам сказать о том, что это была первая часть обзора на эту квартиру, в которой мы задавали вопросы хозяйке Лизе. А во второй части уже я расскажу про ремонт, про дизайн этой квартиры, расскажу про планировочные решения, что мы меняли. Поэтому подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, будет еще вторая часть.